Привет, друзья! Сегодня у нас так солнечно, что я снимаю без лампы, и поэтому я в очках. Кто заглядывал в мой инстаграм, знает, что у моей знакомой 3 месяца назад родилась дочка, и нужно было сделать какой-то подарок. Я решила сделать платьечко и пледик. Но на платьечко не хватило пряжи, поэтому платьечко я, наверное, ей подарю попозже. А вчера пледик ушел к хозяйке. И мне остался только вот образец. Давайте же свяжем прекрасную бабочку. Так, ну давайте рассмотрим бабочку поближе, что я тут себе нарисовала. Мне понятно, и вам, надеюсь, тоже. Вот она, такая у нас длинненькая бабочка, вот она. Вертикальные линии обозначают лицевые петли или иглы, когда у нас в работе. Вот эти точки с линиями, это обозначает протяжки, и в этом месте у нас иглы в нерабочем положении. Человечек, шагающий налево, это 2 петли вместе. То есть мы отсюда переносим сюда, у нас здесь получается 2 петли. Здесь то же самое, только вправо. Вот эта куриная лапка, это 3 петли вместе. То есть отсюда переносим сюда и отсюда переносим сюда. У нас тут получается 3 петли. Ну, здесь все то же самое. Раппорт этого рисунка 11 петель на 12 рядов. Вот, центральная петля, я специально выделила, вот это вот у меня центральная петля, и здесь сбоку по 5 петель. Как это выглядит на машинке? Значит, я выбрала центральной петлей сейчас для образца первую иглу справа. Вот. Дальше справа нужно выдвинуть 1, 2, 3, 4, 5. Это правое крыло бабочки. 1, 2, 3, 4, 5. Это левое крыло бабочки. И чтобы образец был красивым, я выдвину еще по 5 игл с каждой стороны. Я должна отметить себе, где у меня эти самые бабочки. Значит, вот у меня центральная, еще раз я повторю, и 5 в эту сторону. Вот граница бабочки. И от этой иглы еще 5 в сторону. Вот граница бабочки. Я смотрю через лампу и через телефон, поэтому мне не очень удобно. Так, понятно, да? Начну вязать с того, что провяжу, значит, сделаю наборный ряд. Вот, делаю набор обития. Вставляю нить в каретку, и я провязываю, сейчас вернем натяжение на место, и я провязываю первый ряд. Тугенько так. Это было зарядное устройство. Тугенько так провязывается. Что там у меня еще? Линейка лежит. И вешаю груз. Так.
Вот он груз, прищепку я сниму, зацеплю за зацеп и возьму еще, повешу одну кошечку. Все готово к вязанию. Мы считаем, что это у меня уже провязался один ряд. Вот машинка мне тоже считает, что это один ряд. И я вяжу еще 11 рядов. Вяжу еще 11 рядов. Вот на счетчике у меня 12, и теперь я провяжу один ряд, в котором мы начнем уже переставлять петли. Возвращаемся к рисунку. Берем декер. И что мы видим? Значит, петли нужно переставлять с третьей. Вот она у нас третья. А, нет, вот граница бабочки. Вот с этой третьей на соседнюю. Сейчас мы переставляем к центральной петле. И не забывайте задвигать иглы. И тоже вот отметки, третья. И вот у нас по центру получается 5 игл. Провязываем. И вот она получается, наша протяжка. Пока еще не совсем заметная, но сейчас будет заметнее. Дальше, вот этот ряд у нас. Прошу прощения. Вот это у нас ряд уже пошел. Второй только что был. Теперь нужно сделать третий. И в нем тоже переставить к центру. Чтобы в центре у нас остались 3 иголочки. Так, задвинули, провязали. Дальше опять к центру. Вот так. Вот у нас остается одна игла с 3 петлями. Провязываем. Дальше в этом ряду нужно переставить вот эти крайние. Вторую на первую повесить к краю вот сюда. Так. А здесь выдвинуть иголочки сбоку от центральной. Дальше уже декер можно отложить. И опять выдвигаем 2 иглы по бокам от центральных. Раз, 2. И опять то же самое. Раз, 2. В принципе, вот он наш последний ряд. Вот он наш последний ряд, 12. Вот и все, вся бабочка закончена. Теперь я еще отвяжу 12 рядов. Все. Я вас поздравляю. Это был мой самый быстрый мастер-класс. Бонусом я еще решила снять. Ну, я же не могу так просто успокоиться. Как это? Я так быстро сняла, прямо как никогда. Поэтому бонусом я решила снять заодно, как я закрываю петли. Может быть, сделаю это отдельным видео. Итак, мой любимый способ закрытия полотна. На первую иголочку я просто провязываю, делаю такой накид. Видно, по-моему. Так, и оставляю на игле. Потом подцепляю образовавшуюся петельку и растягиваю ее на соседнюю. И провязываю то, что получилось. Оставляю на игле, ничего не нужно снимать. В этом, в принципе, и заключается весь секрет этого закрытия края. То, что он получается не стянутым. И вот я провязываю.
И так вот до самого конца, не снимая с машины. Если вы где-то одну-две иголочки снимете, это, конечно, ничего страшного. Иголочки, петли, наверное, да? Ничего страшного. Но главное, чтобы основная, большая, скажем так, часть петель все-таки оставалась на машине. Тогда я вам могу гарантировать то, что у вас будет хороший, красивый, не стянутый край. Вот я довязала до последней иглы. Ее я точно так же закрываю. Так, и задвигаю совсем-совсем там до конца эту иглу. Для чего? А для того, так, я сниму груз, чтобы оно у меня все с грохотом не упало. Так. И оттягиваю вниз полотно, оттягиваю вниз саму нить, проезжаю кареткой. Вот оно у меня снялось. Зачем я задвигала там эту иглу? Вот у меня получилась длинная петля, которую нить я сейчас обрежу. И вот что получилось. Вот какой получился край. Вот это набор обития. Вот такая вот папочка у нас получилась. Надеюсь, что и у вас получится, или уже она получилась, если вы вязали вместе со мной. Если видео оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о следующих видео. Впереди будет еще много интересного и полезного. Спасибо за внимание. Пока.